а нужно находиться на одной. Нужно как бы гладить кожу просто чуть-чуть глубже, чем поверхность. Очень медленно, медленно, потому что мне не нужны пробелы. На этом этапе вы не можете пройти уже равномерно. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, и я вам сейчас расскажу о новом дистанционном курсе «Штрих на бумаге». Это предшественник курса «Штрих на латексе», а потом будет еще более интересный курс «Практика на модели», который можно будет попробовать, глядя, как я делаю, так же и вы. Но к этому надо подойти постепенно. И вообще, эти курсы, они являются частью единого проекта, который будет создан для того, он будет вообще революционный в татуаже, он будет создан для того, чтобы вы могли приступить к работе на моделях, то есть пройти полностью обучение дома, глядя на мои уроки. Они будут очень подробные, они будут очень разные, и начиная от латекса и заканчивая практикой на модели, все это можно будет пройти обучение дистанционно, не отрываясь от своей основной работы. Итак, первый урок дистанционного курса «Штрих на бумаге» – это обычный простой длинный штрих, прямой. Зачем он нужен? Если вы пятните, если вы создаете пустоты, если вы заглубляетесь, если вы уже мастер вдруг, то он вам очень пригодится, потому что вы научитесь создавать такое длинное правильное движение, как бы проволакивать иглу по латексу, по коже, а в нашем случае карандаш по бумаге. Научитесь делать вот его именно таким гладящим, потому что основная проблема у мастеров – это то, что они втыкаются и уходят на большую глубину, а нужно находиться на одной. Нужно как бы гладить кожу просто чуть-чуть глубже, чем поверхность. Движение у нас создается, по сути, 3 пальцами. Рука стоит на мизинце, он может быть выпрямлен, он может быть слегка согнут. Безымянный палец у нас не участвует, он как буфер между вот этой троицей, которая в общем и целом работает. Вы его в принципе можете даже вот так подогнуть и прижать к ладони изнутри, чтобы он вам не мешал, потому что часто он мешает. И вот это движение гладящее, оно создается по сути вот этими двумя пальцами, указательным и средним. Большой палец он слегка придерживает и никакой особенной роли не играет, просто чтобы не падал карандаш. Вот это движение я начинаю в воздухе. Я начинаю в воздухе и постепенно опускаюсь вниз и прикасаюсь к бумаге. И вот в тот момент, когда я прикоснулась к бумаге, я не давлю, я просто протягиваю его во всю длину и постепенно начинаю двигаться вправо. Очень медленно, медленно, потому что мне не нужны пробелы. То есть наша задача не только научиться создавать правильный штрих, но и научиться штрихи класть так плотно друг к другу, чтобы бумага не светилась. В самом начале у вас это вряд ли получится, поэтому вначале мы делаем акцент на том, чтобы у нас получился штрих, в принципе, с воздушным окончанием и началом. Поэтому уделите внимание все вот именно этому. Вы будете втыкаться какое-то время, вы будете скакать, у вас будет волнистая линия, все ваши штрихи будут разной длины. Вам нужно будет следить именно вот за всеми этими параметрами и характеристиками в вашей работе. Итак, я закончила свою полосу. Критерии выполнения. У вас должно быть 10 на листе расположено вот таких полос. Длина штриха ваша должна быть от 2,5 до 3,5 сантиметров, но в идеале где-то в районе 3. Если вы выбрали длину в 3 сантиметра, то вся полоса должна быть примерно одной длины. Там какие-то градации в плюс-минус небольшие могут быть, но без фанатизма. Окончание и начало штриха должны быть максимально воздушными. Между штрихами практически не должна светиться бумага, то есть вы должны класть штрихи настолько плотно, насколько это возможно. Если вы освоите это на этом уроке, то в принципе вы уже будете фиксировать брови, допустим, без потери. Вы будете фиксировать их с первого раза. Почему оно полезно? Если вы проходите
вот такой хаотичный штрих, как делают многие мастера. Стираете ватным диском свое художество и видите, что у вас много пустот, а где-то у вас усиление какой-то цвета. На этом этапе вы не можете пройти уже равномерно. Вы вынуждены будете попадать именно в те места, где у вас пигмент не лег, обходить стороной те места, где вы напятнили, положив слишком много пигмента. И вы потратите на это очень много времени. Если вы положите штрихи одной длины, с одинаковым расстоянием по нахождению рядом с другом и максимально плотно, то есть где-то 20 штрихов на миллиметр, то вы зафиксируете любую работу сразу с первого раза. Поэтому не работайте вот так хаотично, работайте вот как принтер. То есть штрихи одинаковой длины, с одинаковым нажимом и лежащие друг на друге практически. То есть очень плотно, так, чтобы не светилась поверхность, на которой вы работаете. Вот такое задание. 10 штрихов, 10 полос на листе бумаги. Все они выполнены в длину. Таким методом, как я описала. У вас устанет рука к концу. Не переживайте, это нормально. У вас даже может быть небольшая судорога в ладошке. Разминайте периодически, как в школе, помните? Надеюсь, я была вам полезна. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!